Всех приветствую! Это второе видео о том, как мы перегоняли яхту Дельфи с Канар на Мейнленд. Так Испанию называют на островах. Этот выпуск будет посвящен морской болезни и адаптации к ней. Мы дождались, когда прилетит новый владелец яхты. Случилось это только под вечер, поэтому и стартанули мы поздно. Вот так вот все начиналось. С красивого заката и гладкой воды. В этом ролике я расскажу первую часть маршрута. От Гран-Канарии или Лас-Пальмас до Ланзарота. На этот маршрут у нас ушло чуть больше суток. Вышли мы в час ночи и пришли в Лансарот в 5-6 утра следующего дня. В Лансароте мы планируем провести всего 4 часа и дальше до Испании около 5 дней. И потом в зависимости от погоды до Аликанте около 2 дней. Что из всего этого вышло, расскажу в следующих роликах. Пока скажу, что без неприятных сюрпризов не обошлось. Сейчас команда состоит из 5 человек. К нам до первой остановки присоединились друзья Питера, Хорхе и Айлин. Итак, вернемся к главной теме ролика, а именно качке и адаптации к ней. Разница с прибрежным морским плаванием и океанским переходом огромная. Весь мой предыдущий небольшой опыт ограничивался прибрежным плаванием на Средиземке и Финском заливе. За все это время у меня ни разу не было никаких позывов к укачиванию. Меня ни разу в жизни не укачивало ни в автотранспорте, ни на воде. Даже когда 2 недели жил на лодке, когда учился на получение прав IVT. Здесь же океан, волны в несколько метров. Ну и качка соответственная. Лег я спать где-то в час ночи и разбудили меня на вахту в 8 утра. На вахту, то есть сидеть в кокпите и смотреть вдаль, чтобы не въехать в возможные скалы или какое-то судно. И слегка поправлять паруса. Но паруса поправлять не пришлось, так как мы шли под мотором из-за того, что ветер дул строго в нос. Ливень тик. По мне, лучше бы мы шли траверсом или как там это называется, углами, чем под мотором. Как меня заебал этот постоянный гул, просто нет слов. Никакого кайфа от яхтинга, если работает мотор. Весь кайф яхтинга состоит в шуме ветра, а не мотора. Представьте, что вы находитесь около работника с отбойным молотком. Вот такое вот наслаждение от первых 2 дней морского перехода у меня было. Впрочем, видео с общими выводами я сделаю в конце путешествия. Итак, возвращаюсь к первому утру своего первого океанского перехода. Проснулся в 8 утра и сразу чувствую, что меня мутит. И подташнивает, и голова гудит, как будто прошлый день был насыщен водкой и пивом. И такие же ощущения были у 2 других неопытных моряков. Я принял таблетку от морской болезни, и надо было ее выпить заранее. Но я ошибочно думал, что я тот еще морской волк, и мне никакая качка не страшна. Часа 2 борьбы с собственным организмом, и таблетки начали действовать. Но за это время я успел почувствовать все прелести морской болезни и даже как следует проблеваться. Тем самым порадовать океанских рыб, так как у нас на судне хороший повар и еда соответственно. Морскую болезнь описывают так. Состояние, как при сильном алкогольном отравлении. Сильно тошнит и даже чувствуется головная боль немного. Любое шевеление или даже перевод взгляда вызывает тошноту. Охота вцепиться во что-то и держаться. Good morning. First day sailing. The team is a little bit sick. The night was a little bit uncomfortable for us. The waves are hitting us from this side. And now it's 8:30 p.m. We are going directly to Fuerteventura from Gran Canaria. And here is the team. Hello, Aulin. How are you? How do you feel? How do you feel today? Never been better. Yes. Good as Don't worry, the sick is just 3 days. Muy malo, muy malo. Are you sick too? How was your night? Night was good, but after muy malo. I'm ready to extract. Westian, how was your first day on your new boat? yeah, on my new boat. I had a good sleep actually, even though it was very rolly. There were quite big swells. But in the morning, after I wake up, that's when I start to feel a little bit sick. So it helps being outside. Yeah.
the proof that today the sea is a little bit uncomfortable because we have a 3-4 meters of wave hitting us from the side. This kind of wave is a little bit uncomfortable for the crew. Okay, keep on information. How do you feel? Muy malo. Why? I guess it's first few days of pussy sailing, so I can't even describe. Feel very bad. Oh, now it's a little bit raining. We are going directly to Fuerteventura. We think that we should to be there in around 2-3 hours. We have 11 knots or wind and the wave 3 or 4 meters. But the weather and the sea this night and this morning are a little bit uncomfortable for the crew. And the crew now are a little bit sick. We have here set, little bit sick. Aline is already there. And Stian is enjoying. Yeah, the wind has picked up. Stian is enjoying his new boat. The first night in his new boat. Yes, it was 2 nights. Good night, good morning, good weather. Now 10 p.m. and we are arriving to Fuerteventura. You can see the island. Don't think you can see it on the camera. No, not on the camera, but yes, in our eyes. We're also keeled over a little bit. How are you, Eileen? Fine, How do you feel? I'm fine. Check the wind speed. Pick up on it. It's nice, the day, nice day. First day, Sailing. first 24 hours, arriving to Fuerteventura. Keep on information. When Seth is okay, now he's sick. Gracias, Jorge. Gracias. Прошла первая ночь на яхте, и не буду врать, я боюсь сделать просто лишнее движение, чтобы не проблеваться. Большие волны, большое расстояние, и ночь, я проспал ночь нормально, где-то с 12 до 8. Но когда я проснулся, типа пиздуй на вахту, я почувствовал, что меня сильно мутит. И вряд ли это из-за того, что вчера выпили бутылочку пива. По морской болезни могу дать несколько советов. Первое, естественно, захватите с собой таблетки от этого. Я повторяю, что в жизни меня ни разу не укачивало. Ни в машине, ни в моих прибрежных плаваниях. Но тут, я уже говорил, океан. И вероятность того, что вам в первый день станет плохо, очень большая. В общем, таблы берите обязательно. И посмотрите инструкцию, как их правильно принимать. Принимать их нужно заранее. Но все равно они не снимут все моментально и окончательно. Если вы в первый раз на таких больших волнах, не будет такого, что таблетки вообще все снимет. Будет просто получше. Так что имейте в виду, адаптация к океанским волнам – это не то, что случается с другими. К ним нужно привыкнуть, и на это уйдет дня 2-3. Далее по советам. Самое главное – оставайтесь в кокпите. Ни в коем случае не спускайтесь в салон.
Я по незнанию решил спуститься вниз, взять плед, и моментально состояние внизу ухудшилось. Прям моментально. Рвотные позывы очень сильные. Второй совет – не сдерживайте их. После того, как проблевался, становится ощутимо легче. Прям как я и говорил, аналогия с алкогольным опьянением. И еще, если вы только начали ощущать позывы к морской болезни, сильно помогает покрутить штурвал. Лучше всего вообще отключить автопилот и поддержать курс. Но если уже стало плохо и вы не в состоянии это сделать, можно просто поддержать штурвал со включенным автопилотом. Реально помогает, я это ощутил. В общем, часа 2 борьбы с организмом и стало ощутимо легче. После чего я спустился в каюту и проспал до 4 дня. Дальше мы шли до Ланзароте где-то до 5 утра следующего дня. И все это время самочувствие было относительно нормально. Просто какая-то усталость, как будто действительно отходняк от алкогольного опьянения. Ну и голова как-то очень-очень плохо соображает. Ну, также после того, как я проснулся, погода гораздо лучше была. Может быть, из-за этого перестала так сильно действовать качка. Не знаю, но всем троим нам стало легче. Это все я описываю события первой части перехода. Чуть больше суток все прошло. Сегодня мы пришвартуемся на Ланзароте на 4 часа, и команда поубавится на 2 человека. Хорхе со своей подругой изначально и планировали добраться до Ланзарота с Гран-Канарии. Ну а что дальше по плану? Остановка на Ланзароте 4 часа и дальше переход без остановок на 4-5 дней до Европы, и там в зависимости от погоды около 2 дней до Аликанте. И еще пару нюансов по качке. Питер и Хорхе опытные яхтсмены, и им вообще качка была нипочем. Чем чаще выходить в море, тем легче мозгу будет справляться с большими волнами. Риск получить морскую болезнь снижается у тех, кто постоянно яхтит, но все равно не становится нулевым. На больших волнах укачать может все равно любого. На это чаще всего влияет изначально плохое самочувствие или недосыпание, или если человек плохо поел до этого и так далее. Большие волны все это могут усугубить. В общем, вот такие итоги первого дня. Дальше запишу видео про то, как мы поймали тунца килограмм на 7 и про морскую терминологию на английском языке. Команда интернациональная, я путешествую с испанцами и норвегом, и общение у нас на английском. Есть кое-что интересное по отличиям в терминах, хотя я думал, что на русском и на английском используются названия одинаковые, типа фордевинда, оверштага и прочее. Но все-таки нет. На этом прощаюсь с вами, благодарю за внимание, hasta luego, то есть увидимся. ¿Cómo estás, Jorge? Good, I'm really good. Okay, tell us please about the past few days, and actually very interesting to hear about your experience in the yachting. No few days, it's just, we have been just 24 hours sailing, no, 18 hours sailing. We started in Gran Canaria last night around 1 a.m. and now it's 5 o'clock p.m. We are in Fuerteventura and we have been a little bit strong night, a little bit uncomfortable for the crew. And nothing else to say about the first day. Okay, first About day is soon to over. Tell us a little bit about your accident, and I'll put your tattoo on the screen. Just in 2 words. Okay, we had an accident last September in Formentera in Baleares. We caught a really big storm with really bad conditions, and finally we had to rescue for the helicopter Salvamento Marítimo, and finally we had a good story, good final. All the crew are alive, and we are lucky Like for the name telling of the this boat. this Where accident. is the coordinates? This is Tenerife. The first time with Lucky One. Last time Formentera with Lucky One. So Really, really good boat. Yeah, we have even a review about this boat. It's more than 1,000 views already. No? No. Lucky One is special for me.